Доброе утро, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Извините, мы очень спешим. Здравствуйте, здравствуйте. О, здравствуйте. И вы здесь? Что-то бычков много у нас развелось в Матаране. А вот это вот самый огромный бык. Вы посмотрите, если вдруг у него будет плохое настроение, мало не покажется. Good morning, good morning. Утренняя пробежка, хотела сказать. Нет, у нас вот многие с утра занимаются ходьбой. Всем привет, друзья! Доброе утро! У нас сегодня максимально раннее утро. Все потому, что департамент школьного образования издал указ из-за аномальной жары. Поменялось расписание. И сейчас занятия в школах нашего штата с 7 утра, ребята, занятия начинаются с 7 утра до 11:45, когда нет большой жары. А днем дети должны быть дома, ну или где-то в прохладе. Ужас, очень тяжело было встать. Давайте быстрее. Давайте быстрее. Тяжело было вставать. Мне вообще тяжело и на 8 часов всегда было вставать. Но мы справились. Сколько это будет продолжаться? До начала сезона дождей, я так думаю. Или пока аномальная жара будет обычной жарой. Сейчас в Индии лето, поэтому вот градусы поднимаются где-то до 40 градусов днем. Но у нас здесь, в Матаране, так как мы живем в горах, нет такой жары. Но, тем не менее, приказ должны выполнять абсолютно все. Hi, good morning. Good morning. Весь штат, ну, может быть, и в других штатах. Я вам сейчас рассказываю про наш штат Махараштра. Мне не нравится, что Артур будет рано возвращаться со школы. У меня много дел с утра. Ну, представьте, да, вот расписание у детей изменилось. Это хорошо, что в Индии, да, большие семьи, и кто-то по-любому дома, там какая-нибудь бабушка, дедушка, а так вообще, да, люди работают вообще-то, да, подстраиваются под расписание детей. А тут все поменялось. Ну, вот в городах, кстати, как сложно там отвозить ребенка перед работой в школу, да, многие родители отвозят сами на машинах. Неприятность эту мы переживем. Из-за жары дети теряют сознание, плохо себя чувствуют. Решили изменить расписание. Утро, вот, кстати, у нас сейчас даже прохладно. Я стою, и у меня, ну, мы еще раньше, чем обычно вышли. Вот в это время даже вот у меня мурашки на руках. Ну, мы в горах живем. У нас всегда здесь прохлада, даже в самый жаркий период времени. Все, рикшу набили, по-моему, больше, чем обычно. Смотрите, какие крупные дети. Артур, тебя там не задавил никто? Артур не в настроении сидит, чуть ли не плачет. Во-первых, рано, очень рано, а во-вторых, он сейчас будет ехать с детьми не из его класса, старшеклассники или совсем маленькие, но он любит так, чтобы попадал именно с кем-то из его класса, из его друзей. Полным ходом идет уборка Матарана. Сейчас еще нет 7 часов утра. Посмотрите, какое движение. А вот мужчина в синей футболке тоже занимается утренней ходьбой. Кто-то ходит в тренажерный зал, а многие матарановцы ходят по утрам. Парам романтик. Только посмотрите на него. Говорит: Наташа, пойдем в парк, там посмотрим оттуда, какой вид красивый открывается. Я говорю: парк закрыт. Он говорит: для нас нет преград. Где-то для меня специально делает ступеньку, чтобы мне не так сложно было переступить этот забор. But be careful. Сейчас гарджинмен, садовник, нам по шее надает. Парам. We take risk. Гарджинмен. И собаки за нами. А ранним утром особенно красиво в горах. Ну и не всегда получается так рано проснуться. И раз уж мы сегодня проснулись, то Парам настоял, чтобы мы подошли к вот этой вот точке обзора, самой ближней к нам.
Вы видите, друзья, я вся мокрая, и это не из-за интенсивных тренировок, а потому что отключили электричество. Давно такого не было, последний раз, наверное, в сезон дождей. Обычно работают все вот эти вот вентиляторы, и у нас комфортно, здесь прохладно, никаких ароматов не ощущается. Вы понимаете, на что я намекаю. Вот, но сегодня все не так, но я как бы занимаюсь, но так, йогой, растяжками. А вот ребята сегодня занимаются кардио, да? Сегодня кардио. Вот эти вот два молодых человека имеют лишний вес. Они этого не стесняются, поэтому я абсолютно спокойно об этом говорю. И буквально неделю назад они начали интенсивно тренироваться. Цель – сбросить вес. Сейчас мы спросим, сколько зафиксируем, так скажем, результат. Я не могу сегодня, видите, особо тренироваться, решила видео поснимать. Вот я немножечко покажу, какие упражнения они выполняют сегодня. Окей, thank you. Они уже просто заканчивают. Ну, расскажи. Bhushan Shinde, he 94 kilos. Значит, Бушан by 94, 94 килограмма. What's your age? Сколько тебе лет? 22. 22 года, парня. И вот такой вот вес уже набрал. And Manav Kadam. 97, 97 килограмм. आपका name? आपका नाम? मानव कदम Manav Kadam. Мано Кадам. Так, запомнили? 97, 97 и 94, 94. 1 week before they start cardio. That time I think only 2-3 days they do after they stop, but they continue. Да, Парам говорит, что они неделю назад начали эту программу, ну тогда Парам и я тоже решили, что два дня походят и закончат на этом. Но так как уже неделю они ходят, то... Natash diet in food. They not eat sugar. वेजिटेरियन А, вы видите, это вегетарианец. You also vegetarian? 3 years back he vegetarian. Значит, вот этот тот парень 3 года назад стал вегетарианцем, этот парень ест мясную пищу. Вот, и еще они ходят плавать. Но ходят, это громко сказано, 2 дня подряд они уже спускаются в Нерл и плавают в реке. Через месяц посмотрим результат, прогресс, насколько они похудеют. Ну и им интересно, и я думаю, нам вместе с вами тоже будет интересно следить за этими парнями. Такие прикольные, как медвежата. Я думаю, очень красивыми они будут. Они сейчас симпатичные, когда сбросят вес, вообще глаз не оторвать. Старый фильм, в главной роли Шварценеггер, называется «Вспомнить все», как там у них на Марсе закончился кислород. Так вот, я сегодня вспомнила этот фильм. По ощущениям, наверное, то же самое. Я возле окошка расположилась, но все равно. Только растяжка сегодня, а парни кардио, еще и с таким весом. Ну, молодцы, дай бог им успехов. После тренировки мы пришли домой, приняли душ, и сейчас, Парам, today you ready? Are you ready today? Now I relax 1 Сегодня hour ты I готов? have free. Парам расслабился, и сегодня он готов поделиться с вами рецептом очень интересного блюда. Почему расслабился? Ну, действительно, Парам на протяжении нескольких недель был в напряжении из-за бизнеса. Сегодня у нас все номера заполнены клиентами до 10 часов, после 10 уже чекауты. 1 hour, да, we have? Час времени у нас. Вот у меня сейчас в руках основной продукт, основной ингредиент. Там у нас варится картошка. Картошка тоже будет входить в это блюдо. А у меня в руках основной ингредиент, из которого Парам готовит свое блюдо. Как вы думаете, что это такое? Вы видите такие вот мелкие белые гранулы, какие-то шарики, похожи на град. Что это такое? Я когда впервые увидела этот продукт, или на пенопласт похоже, ну я подумала, что это от насекомых. Но нет, друзья, на самом деле это... называется сабудана или сага, и его получают из сагового дерева, из саговой пальмы. Так что фактически мы сегодня на завтрак будем есть дерево. Вот так вот, друзья. И вот как этот продукт выглядит после замачивания. Я предварительно замочила, примерно 6 часов держала в воде, и вот они набухли, увеличились в размере, стали такими вот мягенькими. Значит, этот продукт состоит из крахмала, то есть это углевод, практически
Белка там нет. Мы будем готовить котлетки, да? How is this dish name? А? Парам, расскажи. Ну, внешне похоже на котлеты, то, что мы сейчас будем готовить. Вада. Ну, здесь в Индии называют вада это. Сагуна вада. Мне страшно. Я очень боюсь этих кукеров. Вот, ну и тем временем Парам нарезает кокос. Чатни, да, это для чатни. Соус будет также у нас. Это он арахис перемолол в блендере. Подготовил перец чили. Напишите в комментариях, у вас продаются такие вот гранулы. Но я специально поинтересовалась, посмотрела в интернете. Продаются. Может быть, вы просто не обращали внимания, или можно заказать в интернете. Так что у вас есть шанс и есть возможность приготовить это блюдо и удивить своих родных, друзей и близких. Я еще в интернете нашла интересную информацию, что с древних времен в тропических странах или на островах использовали в пищу это дерево, но и так как здесь содержится очень мало белка, они сразу же доставали из этой пальмы личинок, различных гусениц, и у них получалось вот это как гарнир, и плюс еще к гарниру сразу же мясо из той же пальмы. Вот сейчас Парам кориандр вместе с перцем чили и с кокосом измельчит в пасту. И это будет у нас соус. Чатни, коконат чатни. So did you eat before this dish? Раньше ты ел это? I don't know this in my village. We not use in South Indians. I'm not see anywhere. This is only North Indians food. And Gujarati people. And when fasting time, the people eat. Во время поста, значит, Парам не ел это блюдо в Южной Индии, видимо, там не растут эти пальмы, больше в северной части, штат Юпи или Гуджарат. Только, кстати, вот эти котлеты, которые сейчас Парам готовят также кичери, да, много других различных блюд с использованием этого ингредиента. Ну и смотрите, что еще. Парам еще добавляет в чатни арахис. And here also. И сюда тоже будет арахис входить. Вот молодец Парам. Представляете, его мама даже не готовила это блюдо. Он научился готовить, вот наблюдал, когда он в ресторанах работал. Он не только раздавал подносы, а также вот помогал на кухне, наблюдал, интересовался всем этим. Разносторонне развитый муж. Ну и сейчас я вам расскажу, почему же Парам нервничал. Парам, why you nervous 2 weeks, more than 2 weeks Парам был, находил просто сам не свой. Я в своих видео стараюсь не жаловаться, не показывать. Вот когда уже, как говорится, решили этот вопрос, тогда уже можно рассказать. They close Matharan, Natash. After that, no business. Still call Matharan open. Matharan is open. Перец чили Парам добавил и соль. Значит, объясняю, перевожу. У нас месяц назад была забастовка, я об этом снимала видео, ради борьбы с аферистами. Но ничего хорошего эта забастовка нам не дала. И вот еще Парам добавляет красный перец. Ничего хорошего. Аферисты как были, так и есть. В этом плане ничего не изменилось. И когда у нас на 2 дня закрыли Матаран, когда Матаран не работал, эта новость разошлась по всему штату. Все узнали об этом, абсолютно все. Но зато о том, что через 2 дня Матаран открылся, не узнал никто. И вот Парам говорит, что до сих пор вот нам звонят и говорят, ну что там у вас, Матаран открыли? Уже месяц прошел, а они думают, что Матаран закрыт до сих пор. Вы представляете себя? А сейчас сезон. Вот я смотрела сегодня, специально посмотрела, у нас 31 градус сегодня показывает температура днем. Против 40 в городах это очень низкая температура, это прохлада. И вот в это время к нам должны приезжать жители городов, чтобы охладиться. А они только буквально там вчера начали немного движения, хотя вот такая вот жара в городах стоит уже давно. И для нас это очень важно. У кого вот работа связана с туризмом, те меня поймут, что вот такие вот дни туристические, сезонные, не каждый день. Их, Парам знает, сейчас Парам. Лайтган? О боже, этого еще не хватало. Электричество, представляете, отключили. А как же мы? What we do? Что мы будем делать? Подождем?
ждем, когда появится электричество. Ну, сейчас я вам расскажу, пока есть время. Значит, Парам, прежде чем открывать бизнес, ну, я думаю, что все так делают, просчитывают, сколько дней в году длится сезон. Это далеко не каждый день. И очень важно, да, чтобы в сезон все номера были заполнены, чтобы высокая цена держалась. Тогда ты не будешь в проигрыше, тогда ты заработаешь. Ну, естественно, все это просчитывается с учетом аренды и всех других трат. И если вот ты пропускаешь сезон, то потом ты оказываешься в минусах. И тут получается, да, вот что мы 2 недели сезона фактически пропустили, потому что клиентов было раз-два и общался как в межсезонье. Ну а нам вот как раз сейчас в это время нужно делать деньги, как говорится. Ну вот поэтому Парам был в напряжении. Но сейчас вроде бы как уже, я надеюсь, что уже люди поняли, что все-таки Матаран уже давно открыт. Давно. Я уже наученная горьким опытом, и всегда, когда готовлю обед, в первую очередь, пока есть электричество, все перемалываю, все, что необходимо заранее, пока не отключили его. Потому что часто бывает, что и не на 10 минут, как сейчас, а могут отключить и на полдня. Парам даже не использует доску для нарезания картошки. Ну, вот, в общем, Парам на руке прямо разрезал картошку на кубики и добавляет сюда, во все остальные ингредиенты. Я не вмешиваюсь, я только снимаю, потом я только посуду помою. Да, Парам? So, how is now position? What do you think? Как сейчас у нас дела? Oh, I very worried. I must be very big investment in top rooms. So you still worried? Еще не до конца расслабился Парам. Еще не до конца, все равно переживает, потому что вложил. 20 days time more. 20 days I must be finished. Парам рассчитывает, что через 20 дней должно быть открытие. Открытие будет самый большой сезон через 20 дней. Ну, не знаю, вот что вот Парам, видите, у него еще подразделяется на мини-сезон, большой сезон, не сезон. О, теперь Парам формирует котлетки. Вот таким вот образом. Слушайте, понадобилась помощь друга или подруги. Парам сейчас звонит Нихе. Почему-то котлетки не склеиваются. Что-то, значит, туда еще нужно добавить, но это не яйцо, так как это вегетарианское блюдо. Его даже во время поста употребляют в пищу. Ну вот, надеемся, что Ниха сейчас посоветует. गुड मॉर्निंग बोला ना क्या कर रहे हो? क्या नाश्ता हाँ, मैं ये क्या बोल रहा था? Говорит уже, Парам, чем ты занимаешься? Она говорит, завтракаю. थोड़ा गड़बड़ हो गया। मुझे वीडियो कॉलिंग करता हो थोड़ा बता दो ना 1 मिनट। Ниха уже смеется, хихикает. साबूदाना वड़ा बना रहा था। हाँ Говорит, я сейчас видеозвонок сделаю, чтобы ты увидела, что как там у меня все это получилось, как это выглядит. Так, может быть, она сразу поймет, чего не хватает в рецепте. Спрашивает, картошку отварили? Картошку отварили? Потому что картошка тоже как склеивает. Ну что, Парам? We must put more potatoes. That's Хорошо, сейчас еще одну картошину. Мне, кстати, Парам сказал, отвари одну картошину. И я сразу отварила намного больше. Парам, почему ты начинаешь что-то делать без предупреждения? Значит, вот показываю. В итоге Ниха посоветовала картошку натереть на терке. И вот сейчас Парам ее добавляет. Тогда она будет лучше скреплять. И что я еще забыла, Парам? Я же забыла тебе, и ты не сказал. Что зрители будут писать? Мало того, что ты без перчаток, так еще даже не надел фартук. Ай, кстати, попало в видео или не знаю, сумка с кульками. Видите, у меня все как положено. Как у настоящей хозяйки. Кулек с кульками. Использую для мусора. Окей. Да, и еще подсолить Ниха посоветовала. Ну, подсолить вообще можно попробовать и понять, нужно подсолить или нет. Теперь будет уже котлеты теперь будут уже лепиться. Парам ей говорит, может быть, воду? Боже, какая вода? Ты что? Никакой воды. Ни в коем случае. Она даже увидела, вот я стала натирать картошку, тут эта вот миска немножко, видите, это там пару капель воды. Она раскричалась, нет, даже увидела на камеру, что ни в коем случае, говорит, все должно быть сухое, никакой воды.
темно и не слышно дрель, потому что отключили опять электричество. Ну, для блюда это уже не проблема, мы уже практически приготовили, осталось только пожарить. А вот сверху строители сейчас будут сидеть и выжидать, когда же появится электричество, и тогда только приступят к работе. Вот так вот и затягивается все. О, вот, отличные котлетки. Парам с гордостью вам показывает. Вот, то, что надо. Ну, давай уже. За водой пришли. I have in fridge water. О, молоко. Кто брал молоко, разлили? Ну, что это такое? Вот видите, наши работники решили пока, видимо, посидеть, водичку попить, пока нет электричества. This fresh from fridge. This throw it. Как я решила вам сегодня все показывать. Вот сейчас пришел, каждое утро к нам приходит мужчина забирать мусор. Good morning. Good morning. Today shooting. У меня отдельно в кульке мусор сухой и отходы пищевые. Это все отдельно. Но он почему-то все складывает в кучу. Вот еще на кухне стоит вот такая вот коробочка. Туда я скидываю все по ходу. Окей, thank you, bye. Видите, как удобно. Прямо к порогу приходит. Да, мы, кстати, договорились с Нихой, что она к нам придет в гости. И вот сейчас мы приготовим немножко, чтобы попробовать, да, позавтракать. А потом она уже, когда освободится, к нам придет. Скорее всего, вечерком, потому что она уже позавтракала. Иди, кстати, Кися, пока я кстати, пока это собиралась. Иди, Кися, папа, это молочко. Вон молочко. Окей. Топором брызнул водой в масло. Так он проверяет готовность. Вот, ну и, собственно, опускаются в кипящее масло наши котлетки. Что случилось? Чем доставать? Он не подготовил. Вот это, кстати, this is what Niha gift. Niha gift. Niha, thank you. Она у нас, я уже забыла, что-то готовила. Я снимала на видео, жаришь что-то во фритюре, очень удобно. Что, уже прилипли? No. Нет? All okay. Я, кстати, никогда такие блюда не готовлю. Я против. Это очень вредно для здоровья. Поэтому у меня даже вот нет опыта, я даже Параму не могу ничем помочь. Ни советом, ни делом. Хорошо, что мы не всю порцию, ну, то как бы всю порцию за один раз, все равно мы бы не бросили в кастрюлю. Ну, в общем, Ниха, когда придет вечером, может быть, она поможет. Ну, извините, пожалуйста, да, я с вами делюсь рецептом, но получается, что мы его сами досконально не знаем. Впервые Парам готовит это, впервые, так что относитесь снисходительно. Ну, муженек. I'm very worried. Сейчас буду снимать пробу. Don't worry. Парам говорит, я волнуюсь, переживаю. В любом случае, ты молодец. Hot, горяченькие. Да, very hot. Ну, по форме нормальные уже. Вот видите, не развалились. Good shapes. Да. And we use good quality, good oil. Парам говорит, мы использовали все хорошего качества, все ингредиенты, хорошее масло. Значит, короче, пробуем. Come on. Да? Really? Вкусно? Спасибо. Очень вкусно, ребята. Чатни очень вкусные. Да. Значит, вот эти вот сами гранулы, они не имеют вообще никакого особо вкуса. Но вот они дают какую-то вот консистенцию, хрустящий вкус. Что-то я уже прям, я, видимо, голодная. Не могу сформулировать свои мысли, но очень приятно это есть, интересно, вкусно. Ну, конечно, это так, баловство, это как закуска. Вот сейчас я съем пару штучек и начну готовить обед. Парам пойдет искать клиентов, а мне нужно успеть приготовить обед до прихода Артура. Артур уже в 12 будет дома. Ну, вкусно, ребята, готовьте, удивляйте. Реально, ну, классно, необычно. Да, спасибо. Thank you, Парам. Tasty. Давай меня. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.